Музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Зал Рембрандта. Изображение 3 мужчин. Двое сравнительно молоды и старик. Фигуры величиной соразмерны взрослому человеку, посетителю музея. Это картина Рембрандта «Давид и Урия», 60-е годы XVII века. Библейская история из 11 главы 2 книги Царств, картины Питера Ластмана, учителя Рембрандта. Царь Давид соблазнил Версавию, жену воина Урии. Красавица забеременела. Чтобы скрыть грех, царь отправляет мужа на фронт, приказывает послать его на верную гибель. Письмо для передачи командующему вручил самому Урии. Подробности сюжета мы рассмотрели в предыдущих фильмах. На картине Рембрандта Давид отдал письмо. Решив возникшую проблему, он намерен благоденствовать дальше. Урия получил письмо с приговором и отправляется на смерть. Вариации на тему Рембрандта американский художник-ретроспективист Ричард Сёррен для пущей наглядности еще и письмо в левой руке Урии показывает. Поздний Рембрандт пренебрегал изображением подробностей. Письмо Урия держит за пазухой. Зато у Рембрандта есть еще один персонаж. Происхождение его загадочное. Недаром, когда картину воспроизводят на обложках, старика просто срезают. Для психологии издателей вообще свойственно отбрасывать то, что сами не понимают. Кстати, нет старика и на картине Ричарда Сёррена. Однако Рембрандт не допускал в свои картины не только лишние, но даже просто малозначительные детали. Вовсе случайный персонаж проникнуть на холст подавно не мог. В названии словно бы не хватает еще одного имени. Но кто он? Ответить на этот вопрос означает существенно продвинуться в понимании не одного шедевра Рембрандта, но природы его творчества в целом. Обсудим несколько гипотез. Учитель Рембрандта Ластман дважды изобразил сюжет вручения письма. Кого он включил в сцену? Прочитывается однозначно. Писец. На это указывают принадлежности на столе, включая печать и жаровню для сургуча, в котором запечатано послание. Парень знает содержание рокового письма, но ровно никакого сочувствия к Урии не выказывает. Как, впрочем, вообще какого-либо интереса к приговоренному воину. Он озабочен исполнением царской службы. И если о чем беспокоиться, так это о том, чтобы не прозевать момента, когда вновь шефу понадобится. Что ж, вполне нормально для юного карьериста, успех которого прямо зависит от услужливости и отсутствия личного отношения к делам сильных мира сего. Прямая противоположность этому молодцу – персонажу Рембрандта. Мало того, что письменных принадлежностей нет, да и куда ему записывать за царем, он старик со слезящимися глазами и одет определенно не по-секретарски. Еще важнее, что старец совершенно не служебным, не чиновным образом переживает происходящее. Едва не плачет. Это какой чиновник будет так страдать, если дело не касается лично его выгоды или ущерба? Со столь явной заинтересованностью к содержанию царской переписки чиновник не то что не дослужится до столь почтенных лет,
но, пожалуй, головы не снесет. Современник Рембрандта, художник Джованни Барбьери, прозванный Гверчино, то есть косоглазый, столь же молодой, как у Ластмана секретарь, смотрит на Урию с любопытством. Но этим художник лишь поддерживает общий эмоциональный тон картины. Давид и Урия жестикулируют по-итальянски выразительно. Писец – соучастник содеянного преступления. Если даже и осознает подневольную свою вину, ни за что не выдаст. А рембрандтовский старик откровенно переживает. Он явно не соответствует должности писца, секретаря при царе Давиде. Быть может, личность старика не играет особой роли, и им может быть кто угодно. Действительно, подчас свидетелями передачи рокового письма становились второстепенные или взаимозаменяемые персонажи. На очаровательной гравюре в Богемской Библии XIV столетия царь сопровождаем придворными, воин прибывшими с ним рыцарями. Крайний слева столь проницателен, что раскрывает содержание письма соратнику Урии. Тот ошеломлен услышанным. Зато воин в зеленом плаще позади Урии, похоже, успел получить недоброе задание. Не случайно миниатюрист на следующей странице размещает его в подозрительной близости от выпустившего из руки меч пораженного Урии. Гравюра по рисунку Гольбейна выполнена при жизни Рембрандта. В нетерпении играя копытом, Урию ожидает конь и оруженосец. Они отправятся в гущу битвы, изображенную на дальнем плане. Это иллюстрация к библейскому тексту. В обоих случаях смысловая нагрузка на этих второстепенных персонажей возложена. И в общем ясно, кто они, но принципиального значения личности не имеют. Изображены для того, чтобы был понятен сюжет, а то просто для композиции. Рембрандт, в завершающий период своего творчества, исповедовал минимализм в отборе деталей и персонажей. Он не иллюстрировал Библию. Он создавал свою Библию, живописную, свою реальность, и впускал в творимый им мир только то и только тех, без кого мир этот состояться не мог. Не то что людей, случайных деталей нет в этом мире. Лист из французской Библии, 15 век. Образы главных действующих лиц Давида и Урии не усложнены психологией. Поэтому отношение к самому действию выражено через второстепенных персонажей. Даже не стоит пытаться отождествить бородачей на заднем плане с персонажами текста Библии. Миниатюрист передает через них собственную оценку и то, как мы должны происходящее воспринимать. Жесты и позы свидетелей выражают моральное осуждение Давида. Они вроде хора в античной трагедии, подсказывают правильное отношение к происходящему. Страшен и гадок поступок Давида, просто уму непостижимо, как царь пошел на такое, словно говорят они зрителю. Так может быть, расстроившийся дедушка играет у Рембрандта ту же роль,
подсказывает нам, как должно относиться к поступку Давида, как к делу злому, опасному, неугодному Господу, и дает нам сигнал, что пора огорчиться за Урию, за весь род людской и плакать, плакать. Однако, в отличие от готического миниатюриста, Рембрандт – величайший художник-психолог и в куда меньшей степени моралист. Он не разжевывает сюжет передачи письма, как, допустим, делает это его учитель Питер Ластман. Современники Рембрандта без труда распознавали библейский сюжет. В многочисленных поясняющих деталях они не нуждались. Источник был у каждого под рукой – Библия. И в Библии были людьми куда как начитанными. Это теперь, по прошествии столетий и в совершенно другой культурной, религиозной ситуации, зрителю сложно определить, кто на картине изображен. Итак, мы установили, что третий персонаж не писец, не секретарь и не подобие античного хора, подсказывающего сюжет и то, как надлежит отнестись к проступку царя Давида. Продолжим в следующем фильме.